Всем огромный привет! Сегодня приготовлю самый вкусный мясной рулет с фаршем. Очень вкусно и красиво получается. В этом видео будут небольшие мои секретики, как приготовить мясной рулет, чтобы он хорошо держал форму при нарезке, чтобы его можно было тонко нарезать и он не распадался. И именно вот такой супер мясной, вкусный, сочный, мягкий внутри, ароматный рулет получится, который будет шикарно смотреться в разрезе и прекрасно подойдет как на праздник, так и вместо колбасы на бутербродики. Этот рулет приготовлен из свиной брюшины. Вот такой у меня есть пласт. С одной стороны он тоньше, с другой толще, поэтому нам надо сделать так, чтобы весь рулет был одной толщины. Поэтому делаю надрез в ту сторону, где у меня толщина мяса побольше, разрезаю, но не до конца, и разворачиваю. Точно так же буду делать надрез и с другой стороны. Вот. Такой рулет можно приготовить из любого куска мяса, даже из шеи. Просто делаем тонкие надрезы и разворачиваем мясо в виде книжки, превращаем его в один тонкий пласт. Вот. Эта брюшина одна из не самых дорогих частей свинины, и очень удобно из нее готовить именно рулеты. Мясо само по себе не жесткое, и рулет всегда обычно получается очень мягким. Накрываю пищевой пленкой и со всех сторон хорошенько отбиваю. Благодаря этому мясо будет еще мягче. Все, пласт мяса у меня уже отбит. Теперь дальше. Еще для этого мне надо небольшое количество фарша свиного. Тут у меня где-то грамм 400 вот фарша. Я его посолила и поперчила в сторону его. Теперь 2 столовых ложки хмели-сунели и соль по вкусу. Вот на такое количество мяса мне где-то полная столовая ложка соли надо. Делаем как бы посолочную такую смесь. И теперь со всех сторон вот этот пласт мяса, самые стандартные специи, хмели-сунели, любые можете брать приправы, какие у вас есть. Присыпаю хорошенько со всех сторон. С одной стороны, с другой. Да, на этом пласте мяса у меня есть небольшое количество, получается, жирка. Это не страшно, все будет запекаться, и рулет даже благодаря этому будет еще сочнее. Вот, все сворачиваю, и теперь надо, чтобы промариновалось. Накрываю пищевой пленкой, и фарш, и мясо отправляю в холодильник мариноваться. У меня мариновался и фарш, и пласт этот мяса сутки в холодильнике. Теперь разворачиваю его. И теперь обещанный мой небольшой секретик. Для того, чтобы вот эти все слои, которые мы будем сворачивать, не распадались при нарезке, вот тут у меня желатин, быстро растворимый желатин. Добавляю 1 полную столовую ложку к фаршу и хорошо вымешиваю. Благодаря этому после запекания и желатин разбухнет, у нас вот эта вся конструкция будет держать форму. Рулет при нарезке, даже если вы его тонко будете нарезать, он не будет распадаться. И еще один секретик. Вот с внутренней стороны этот пласт мяса я тоже присыпаю где-то приблизительно столовой ложкой небольшим количеством тоже быстро растворимого желатина. Вот немножко мне хватило присыпать, еще осталось, я добавлю сюда к фаршу. Все хорошенько вымешиваю. Фарш точно так же мариновался в холодильнике, как и пласт. Просто соль и перец черный. И теперь распределяю по всей поверхности фарш. Фарш свиной. Кстати, можно брать любой, даже и говядину, и куриный фарш. Получится у вас, если куриный фарш, такие белые прослойки внутри,
будет мясо отличаться, или если вы возьмете говядину, тогда у вас получатся такие более темные полоски. Мясо в разрезе будет отличаться, так что рулет еще будет и красивый. Благодаря желатину это все скрепится внутри. И рулет будет шикарно смотреться в любой мясной нарезке, на любой праздничный стол. Все, я распределила весь фарш и теперь сворачиваю вот все вовнутрь, где-то самой неровной частью вовнутрь, и сворачиваю в виде рулета, плотненько так довольно. Теперь мне осталось все только связать нитью. Нитью связывать обязательно, так чтобы при выпекании, и так довольно плотненько связываю со всех сторон, как у меня получается, чтобы он держал хорошо форму. Все сворачиваю. Вот получается такой замечательный рулет. Выпекать буду в рукаве. Укладываю в рукав, завязываю, но завязываю так довольно плотно, чтобы не было пустых мест и лишней части рукава у нас не оставалось. Не прокалываю его так, чтобы все выпекалось в собственном соку, чтобы он не был сухим. И укладываю в духовку так, чтобы когда пакет надуется, чтобы он не соприкасался со стенками духовки, иначе он лопнет. Хотя это не так уж и страшно. Выпекаю при температуре 200 градусов где-то час. Смотрите по своей духовке в режиме конвекции. Рулет уже полностью остыл, и нарезаю только после полного остывания. Посмотрите, как он хорошо режется, очень тонко, красиво смотрится такой рулет в разрезе. Шикарная мясная нарезка. Вот, видите? Очень ароматный, вкусный, сочный, будет прекрасным украшением на любом праздничном столе или вместо колбаски на бутербродик. Друзья, если вам было интересно мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Не забывайте нажимать на колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. Ну а я с вами на этом прощаюсь, но ненадолго. С вами была Виктория. Пока-пока. До новых интересных видео.